Всем привет! Всем привет! Мы сегодня решили сделать вечернее очищение. Это Evening Care из 4 средств. И при этом мы решили добавить в одно из средств спирулин. Да. Хотим посмотреть, как это будет и как на кожу воздействует. С спирулином я познакомилась буквально недавно. Это богатый продукт витаминами группы В, группы выводит токсины из организма, я уже об этом говорила, и благоприятно воздействует на организм в целом. А мы решили сегодня сделать маску именно с этим продуктом. Ну а почему же мы решили сейчас это провести, а не вечером? Потому что у нас вечером обычно дети дома. И приступаем. Первый продукт – это Deep Cleanser. Deep Cleanser. Вот такой вот тюбик. Отдельно стоит 600 рублей. Можно приобрести в комплекте. В комплекте будет 2400. А так можно приобрести еще и по отдельности. Что такое Deep Cleanser? Это глубокое очищение, которое увлажняет кожу. Экстракт зеленого чая глубоко очищает кожу от загрязнения, а экстракт моркови витамина Е очень хорошо питает нашу кожу, придает здоровый вид и эластичность. Самое главное, массирующими движениями 30 секунд, в течение 30 секунд, не меньше, промассировать хорошенько лицо, шею. Потому что самое главное правило – это не вытирать полотенцем, так как в полотенце очень много микробов содержится, и это все на лице потом остается. После глубокого очищения оно даже может как-то воздействовать очень плохо на кожу лица. Слушай, ну а вот это гидрофильное, оно всем подходит? Или вот существуют какие-то типы кожи, которые, может, там аллергию вызовут, например? Ну, это, конечно, какая-то индивидуальная непереносимость, а так это же масло. Масло, по сути, его даже пьют, да, и поэтому не это масло вообще, масло пьют, принимают внутрь, поэтому масло, в принципе, оно безвредное для кожи. Наоборот, оно полезное, увлажняет и глубоко очищает. Самое главное, то, что оно убирает именно вот эти вот маслянистые составы, тональные крема, именно вот BB-крема, потом солнцезащитки. Солнцезащитки, так же, как и тональные крема, не убрать просто так. Если просто даже вот пенку какую-то вы купите, вы никогда не уберете. То есть это, получается, что именно вот это средство в идеале вечером только? Именно это средство в идеале вечером обязательно после Каждый косметики. день? Каждый день. А если я вот не наношу косметику? Если не наносишь косметику, то только пенка. Вот как раз То есть второе если средство. нет у меня крема даже простого, точнее наоборот, вот у меня есть крем с сияющим эффектом, то есть мне все равно придется вечером смывать вот этим маслом. Если это солнцезащитка, Да. то все равно обязательно нужно снимать, потому что солнцезащитка имеет как раз таки маслянистый состав, и этот маслянистый состав, он очень глубоко проникает в кожу. И для того, чтобы именно убрать, глубоко очистить, Deep Cleanser. Deep означает глубокое. Cleanser – очищение. Поэтому это очень важно. Именно вечером, перед сном, если наносите тональные средства или BB-крем, или солнцезащитку, ее нужно обязательно убирать Deep Cleanser. Но Deep Cleanser не нужен утром. Он подходит? Он подходит подросткам, да. Вся косметика Atomy подходит даже детям, потому что все на натуральных основах. Ну, отлично. Что будем смывать? Ну все, мы получается сейчас самое главное смывать, это увлажняем руки и влажными руками также 30 секунд проводим по коже, чтобы на лице вот это все масло превратилось в эмульсию белого цвета. Потом только после пеночка такая. Да, только после этого мы смываем тщательно водой. Теперь, когда вы влажными руками все почистили, водичкой промыли все это, убираем обязательно бумажными салфетками остатки воды с лица, то есть ни в коем случае не полотенцем, есть только бумажным полотенцем, либо салфеточками бумажными, то есть чтобы на лицо не попали никакие бактерии, микробы, то есть чтобы мы дальше могли сделать очищение вторым средством, а это же пенка для лица, тоже для глубокого очищения. Обязательно после Deep Cleanser мы очищаем пенкой, хорошей пенкой рабочей. Это у нас Foam Cleanser. Его достаточно совсем немножко. Берем вот столечко, совсем чуть-чуть горошинку и влажными руками превращаем в пенку. Намылили руки, достаточно совсем чуть-чуть, и также 30 секунд намыливаем теперь лицо. Ну, не щиплет. Никаких таких ощущений нету, что там, допустим. Да, он очень хорошо, глубоко очищает, как раз таки после Deep Cleanser. И это средство надо также этим средством пользоваться утром. Как только проснулись, в любом случае за ночь скапливается всякое на лице, нужно обязательно смыть. После того, как 30 секунд вот так вот помассировали, идем опять в ванну смываться. Ну, слушай, большая бутылка, и я смотрю, вот горошина, да, разошлась. Да. То есть, в принципе, экономный расход. Да. Вот, а впереди еще у нас пиринг-гель и зеленая маска с спирулиной. Так, ну и третье у нас средство, два средства мы уже использовали, это пилинг-гель. Вот мы сейчас вот эти средства, я так понимаю, не для всех типов кожи подходят, а пилинг-гель, он же получается пилинг, кожа бывает разная, как использовать его, для какой кожи, вот так вот.
Да, этот пилинг-гель мы используем один раз в неделю, 2 раза в неделю, либо вообще за 2 недели один раз. Почему? Потому что кожа бывает разная. Если у вас фарфоровая тонкая кожа, то можете использовать 2 недели один раз. Она работает как? Она отшелушивает омертвевшие клетки и очищает, повышает способность поглощать эффективные ингредиенты для лечения кожи. Также цитрус в составе избавляет от повышенного солоотделения и успокаивает чувствительную кожу, делает кожу шелковистой и гладкой. То есть она еще и помогает, получается, не только очищать, но и у меня кожа фарфоровая, наверное, больше. Небольшое количество распределяем на лицо. Вот такая горошинка. В принципе, да, ну побольше уже горошинка. Но я это самое, да. Но я хочу сказать, что достаточно экономный расход, все равно, даже если ты, вот, допустим, раз в 2 недели, то может тюбика хватить надолго. Ну, обычно девочки говорят, что хватает на год. Если вот уже вы после косметики постоянно пользуетесь дип-клинсером, то он уже хватает как бы чуть на меньше, на 6-8 месяцев. Но в основном же, вот мы здесь в Турции, у нас здесь как бы солнышко, тепло, да, а в зимний период вот эта линейка, как она, насколько подходит. Опять же, смотреть по коже, получается. Сейчас вот мы оставили на 2 минуты это средство, и потом будем скатывать свою кожу. А теперь отвечу на вопрос. Мы вот живем, получается, в Турции. Если жаркое время года, то жир накапливается чаще, получается. И поэтому ее можно использовать немного чаще. А когда уже более такое прохладное время, то нужно реже использовать, так как в прохладное время лицо не потеет настолько часто, поэтому можете использовать реже. Через 2-3 минуты вы уже, вот можно даже попробовать, уже ощущается, что появляются вот эти вот барашки, или как их назвать, и чувствуется вот эта вот кожа, она уже снимается вот такими скатывающими движениями. И это надо будет обязательно, опять-таки, промыть водичкой. Так, еще хотела спросить, получается, это и подходит и для возрастной кожи, а возрастной, наверное, обязательно. Возрастной это, наверное, уже даже обязательно. Вообще любая кожа, она требует ухода. А еще, как вот было сказано, чтобы следующие средства, уходовые средства работали, допустим, такие как крем, тоники, лосьоны, это надо, чтобы кожа была чистая все-таки. Потому что вот эти все средства, которые забивают кожу, если они остаются на лице, то уходовая косметика не работает просто. Я хочу добавить, да, то же самое с организмом. Вот если мы прием витаминов, нам нужно пройти детокс, потому что, чтобы витамины лучше усваивались, да, соответственно, то же самое и получается с кожей. Сначала мы очищаем, как положено, а потом уже используем следующие кодовые средства. Прикольно. Да, очень классно. Ну все, пойдем смываться. Ой, и 4-е средство это Peel Off Mask. Это маска, ее можно делать отдельно, без спирулины, но сегодня мы решили сделать со спирулиной. А почему? Ну, потому что выравнивает тон, насыщает кожу кислородом, упругость кожи создает, и, соответственно, уходят мелкие морщины. Вообще спирулина это же водоросли, а здесь, так как это продукт с атомами, здесь 98% натурального продукта. Спирулину можно и детям давать, я уже говорила. И, соответственно, даже в таком виде, если она в порошке, если она даже в жидком виде, можно добавлять в маски и делать себе маски. Вот. Сужает поры, лифтинг эффект, я уже говорила, эластичный, и регенерация, обновление клеток. Ну, в общем, короче, это вообще, ну, конечно, не панацея, но очень крутая штука. Супер. Она еще спирулина именно от атоми таким образом добывается. Обычно везут спирулину в мешках, которые покупают в аптеках, в разных магазинах. Обычно вот так привозят. И там практически никаких витаминов не остается. А от атоми обычно они всегда делают как? Там идет глубокая заморозка. Вот только собрали спирулину, это же морские водоросли, которые уже более 3 миллионов, миллиардов лет назад уже существовали, и они очень круто влияют на все, на наш организм. В общем, их собирают, сразу замораживают и таким образом привозят в Корею. То есть это вообще прям обалденное качество, поэтому так, используем 1 капсулу. Даже половину, мне кажется. А я вот именно здесь концентрация такая, 2 штуки в день, утром и вечером. То есть здесь достаточно сильная концентрация. Я просто читала, изучала, когда составы. Некоторые пишут, что по 8 даже штук надо. Соответственно, ты понимаешь, что там продукты просто будешь целыми сутками. А я так не люблю. Мне нравится утром и вечером. А здесь вот в БАДах все вот так. У меня вот тетя покупала БАД, какой-то там купила на каком-то сайте, в общем, заказала омега-3, в общем, вот мы сравнивали составы, я смотрела, у нее надо в день 6 капсул пить, а у нас надо 2 всего лишь. И в этом плане по деньгам экономичнее даже получается. Я, кстати, буду заказывать бифиды, пробиотики, пребиотики, я сказала. Я почитала, опять же, как принимать, и получается дня 1 стик вечером на ночь. Да? Вообще круто. Да. То есть это достаточно удобно, не надо постоянно таскать с собой, да? И на всю семью, опять же, там упаковки очень много. Да, а я еще детям давала по полстика, то есть можно давать детям. И витамин С то же самое. И еще пребиотиков 60 штук, а витамин С в коробке 90 штук, представляешь? Кстати, у меня закончится витамин С. На сколько дней хватает, это же вообще прям здорово. Но как, у меня нет кисточки для нанесения маски. Мы сейчас будем просто вот так вот намажу, а потом руками распределю. Нормально, это немного. Да? Угу. Я всегда так делаю. Не маленьким и не большим слоем. Маску тоже так же, как и пилинг вот этот вот.
Если тонкая кожа, то используем один раз в 2 недели, если прям тонкая. Если кожа не тонкая, если это как бы средняя, то нужно один раз в неделю. Если уже жирная кожа, прям жирница, ну это даже по ощущению, если вы видите, что у вас кожа такая уже такая вот прям усталая, вот просится она ухода, то наносите маску. И 2 раза в неделю можно нанести. Я считаю, что это никак не этот, неплохо. Ну что, красивые? Лягушки. В общем, вот эту вот маску оставляем на 20-30 минут и ждем эффекта, вау-эффекта. Я вспомнила, чем запахло. Короче, я делала на днях суши, и вот эти вот листы нори, вот, ими пахнет. То есть это действительно настоящее морское что-то. Ну, а мы пойдем попьем кофе. Ататами. Кстати, кофе Ататами это 3 в одном, есть еще и черное, без сахара. Есть 3 в одном в стевии, говорят, очень вкусное. Но пока мы пробуем. Со стевией, получается, не для тех, кто следит за сахаром? Да, не со стевией бывает. Но это 3 в одном Ататами. Так, ну что, кожа стянулась. Теперь мы снимаем вот эту маску снизу обязательно. Снизу вверх. То есть, вот как она снимается. Запах, конечно, прям рыбкой пахнет. В общем, вот так вот одним полотном должно сняться. Но ощущение, конечно. Я знаешь, что заметила? Даже вот я сколько раз уже делала эту маску. Она, короче, после нее лицо становится прям такое матовое-матовое. И на самом деле так и есть. Вот обрати внимание на свое лицо. Да, с кусочками. С кусочками остатков от маски. А пилинг будет стопроцентный после такой маски. Да. И после такой маски уже можете наносить, так как оно делается в вечернее время, вы можете наносить уже уходовые средства какие-то. И сейчас мы нанесем одно удивительное средство, которое входит... сейчас расскажу. В общем, есть серия для лица, абсолютно называется, ватами. Оно, конечно, самое такое дорогое. Тоже средства можно приобрести по отдельности, но это средство, эту линейку Пак Ханги подарил английской королеве. И одно из средств это вот такая вот ампула, абсолют. И получается, мы сейчас нанесем такое же средство, каким пользуется английская королева. Представляешь? Прям, когда я это узнала, ну, не знаю, какая-то гордость, что ли, появилась за то, что, ну, ты тоже можешь таким же средством пользоваться. Слушай, а что это? Это какая-то сыворотка или это что, крем? Это ампула. Вообще, эта серия получила наравне премию, наравне с Нобелевской премией. В Корее нету Нобелевской премии, там есть премия короля Сент-Джонса. Вот. И она получила первый раз в жизни вообще косметические средства, да, получают такую премию в Корее. И это единственная такая вот линейка, которая получила премию короля Сент-Джонса. Вот. И в эту линейку входит ампула, крема, лосьоны, эссенция. И одно из таких средств я приобрела себе. Это ампула. Мы пересели на другую сторону, потому что там очень была сильная засветка. Сейчас попробуем эту ампулу. Ампула помогает уменьшить признаки старения кожи путем концентрации активных веществ, направленных на борьбу со старением клеток, так же, как и другие средства, Ататами обладает отбеливающим эффектом. Смотрите, когда вот так вот выкручиваете крышку, получается, через дозатор средство попадает в вот это что она, как называется? Это, ну давай по-русски пипетку. В пипетку, да. И получается нажатием на крышечку, лучше на вот сюда вот на ладонь, вы выдавливаете это средство. Дальше сейчас покажу, как ее наносить. Опять-таки я поворачиваю. То есть вот этой капельки мне хватит? Хватит, да. Мы вот так вот таким образом вот так вот распределяем по ладони, наносим на лицо. Ой, какой запах. И на кожу шеи обязательно. Но это получается ампула. Это сыворотка или... Написано, что подобие сыворотки. То есть после ампулы нужно еще какой-то уход? Обычно же как, сыворотка является проводником? Или... Да, после этой сыворотки желательно как раз-таки уходовый крем. Крем, либо лосьон можно. И обязательно вот так похлопывающими движениями наносим на лицо, чтобы она немножко впиталась, чтобы она не улетучилась, именно вот так вот. Клинические испытания подтвердили, что эффект наступает в течение 4 недель регулярного использования. При нанесении средства ежедневно, утром и вечером кожа заметно подтянется, станет упругой и сияющей, написано. Мне кажется, после сегодняшней процедуры уже видно, что кожа светлая. Да. А подходит она любому типу кожи? Да, она подходит любому. Но при этом она еще осветляет. Она еще осветляет кожу, да, убирает вот эту вот пигментацию. Вот такая вот кожа стала. Как тебе? Ой, мне вообще... Вообще даже слов нет. Очень классная кожа. Прям нежная-нежная, как у ребенка. Еще я, конечно, взяла вот такую вот маску. Можно с маской вечером полежать. И пойдем отдыхать. С вами была Галя и я.
Всем спасибо, то, что посмотрели нас. Всем желаю приобрести вот такой вот наборчик. Я уже заказала себе такой набор, потому что эффективный, классный и подходит моей коже. И я совершенно не боюсь его использовать, да, потому что есть такие люди, которые говорят, что корейская линейка не всем подходит. Но несмотря на то, что мы не из Кореи, да, мы из России, мне она очень подошла и не вызывает никакой абсолютно аллергии, покраснений и высыпаний. Жду свой заказ и буду пользоваться. Все. Ну а вам желаем красоты и здоровья. Всем пока.